Они ворвались в дом одинокой старушки, уверенные, что это будет легкая добыча. Но через несколько секунд они молили о пощаде, потому что из темноты на них смотрели два желтых глаза. В деревне Сосновка почти не осталось людей. Из 30 домов обитаемым был один, на самом краю леса. Там жила Мария Павловна, бывшая учительница литературы. Всю жизнь она учила детей читать и чувствовать слово, а теперь разговаривала разве что с птицами да ветром. Дети звали ее в город, но она отказывалась. «Здесь могила мужа, здесь вся моя жизнь». Зима в тот год выдалась суровой. Морозы стояли такие, что по ночам трещали стены, а из леса тянулся протяжный вой. Мария Павловна спала чутко, держа под рукой старый топор, не от храбрости, а от одиночества. Однажды ночью ее разбудил странный звук. Ни стук и ни вой, тяжелый скрежет по двери и тихий болезненный стон. Сердце сжалось. Она осторожно приоткрыла дверь и направила фонарь в темноту. На снегу лежала рысь, большая, пятнистая, с кисточками на ушах. Настоящая хозяйка леса. Но сейчас она выглядела жалко. Бока впали, шерсть сбилась, на бедре зияла рваная рана. Видимо, схватка с хищником. В мутных желтых глазах не было злобы, только боль. Мария Павловна понимала, один неверный шаг, и зверь может убить. Но она опустила топор. «Терпи, милая», – прошептала она. С трудом втащив тяжелое тело в дом, она уложила рысь у печки. В тепле зверь потерял сознание. Начались долгие дни борьбы. Учительница тратила свои скромные сбережения на мясо, сама перебиваясь кашей. Она промывала рану, меняла повязки, рискуя рукой при каждом движении. Но рысь терпела, будто понимала, эти старые руки спасают ей жизнь. Перелом случился через 10 дней. Мария Павловна задремала в кресле и вдруг почувствовала тяжесть. Рысь, шатаясь, подошла и положила голову ей на колени. Послышалось глубокое урчание, знак доверия. К весне зверь окреп. Движения стали плавными и опасными. Перед ней снова был хищник. И однажды рысь встала у двери и посмотрела в сторону леса. Мария Павловна все поняла. Нельзя держать дикую душу взаперти. Она открыла дверь. Рысь на секунду прижалась к ее ноге и исчезла среди деревьев. Дом снова опустел. Прошло полгода. Осенью по району поползли слухи о банде грабителей. Они нападали на одиноких стариков. Вечером, когда ветер бился в окна, Мария Павловна легла спать пораньше. Проснулась она от звона разбитого стекла. В дом ворвались 3 мужчин с фонарями. Грубые голоса, запах перегара. «Где деньги, бабка?» Они переворачивали мебель, срывали со стен иконы. Не найдя ничего ценного, разозлились еще сильнее. Один щелкнул зажигалкой. «Говори, где золото, или подпалим все вместе с тобой». Мария Павловна закрыла глаза и начала молиться. И вдруг сверху, из темноты, раздалось низкое утробное рычание. Грабители замерли. Фонари медленно поднялись вверх. На шкафу, почти под потолком, горели 2 желтых огня. В следующую секунду пятнистая тень рухнула вниз. Это был не прыжок, удар. Рысь сбила самого крупного с ног. В тесной комнате началась паника. Хищник двигался молниеносно. Удар лапы, и куртка разорвана. Щелканье клыков, и нож летит на пол. Она не убивала, но атаковала так, что мужчины теряли самообладание. Крики заполнили дом. Грабители, забыв о добыче, ринулись к выходу, сталкиваясь друг с другом. Через минуту машина уже уносилась прочь. В комнате воцарилась тишина. Мария Павловна дрожащей рукой включила свет. Среди разгрома спокойно сидела рысь и невозмутимо вылизывала лапу. Увидев женщину, она подошла, мягко ткнулась головой в ее ладонь и замурчала. Она не исчезла навсегда. Все это время рысь была рядом. В лесу, неподалеку, словно невидимый страж. Она вернулась в самый опасный момент. С тех пор в Сосновке больше не видели чужаков. А местные знают, если на крыльце дома бывшей учительницы сидит крупная кошка с кисточками на ушах, лучше пройти мимо.